Итак, всем привет. Это для третьего варианта, потому что вы просите тайм-коды, но на видео, которое меньше 30 минут, тайм-коды ставить нельзя. Поэтому третий вариант. Итак, какое счастье к тебе идет? Посмотрим сигнификацию, что в твоей жизни происходит, и как ты можешь упустить это счастье. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, начнем. Итак, троечники. Что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, знаешь, у тебя сейчас, вот знаешь, как сказать, у тебя такая точка в жизни, когда вот все вот-вот взлетит. Но ты пока этого не видишь, потому что у тебя глаза замылены вот этой текучкой. Ты как в белка в колесе. Понимаешь, нет стопа, все не так, все сравниваешь, ты прям крутишься. И на работе, и дома, и в этих делах бесконечных, которые тебе кажутся важными, но на самом деле это полная фигня. Я ни в коем случае не обесцениваю. Прямо сейчас в твоей жизни, знаешь, идет накопление. Ты учишься новому, ты вкладываешь время в свою работу, в свои какие-то проекты, которые пока не приносят ничего, ну, денег я имею в виду, но скоро взорвутся. Это и вот у тебя, как сказать, бизнес-идея какая-то есть, которую ты сейчас обдумываешь. И тебе кажется, что это все медленно, нудно, но на самом деле ты уже на финишной прямой. Мелочи, которые ты сейчас делаешь, это вот как кирпичики, да, как я часто говорю, кирпичик за кирпичиком ты ставила, и вот это как кирпичики вот этого фундамента. И колесо фортуны уже повернулось в твою сторону. Просто ты пока этого не замечаешь, потому что смотришь ты под ноги себе. А нужно голову куда, и, как я много раз говорил, носик к солнышку. И у тебя все есть для вот этого рывка, для последнего. Есть и знания, и связи, и опыт, даже если кажется, что их мало, но этого хватает. Вот сейчас самое главное — обороты не сбавлять. Даже если ты не видишь результата никакого, ты на подъеме. Еще раз говорю, но глазки пока замылены, ты пока этого не видишь. Какое счастье к тебе идет? Давай вот сразу скажу. Идет счастье не в виде розовых соплей и влюбленности в первую встречу. Нет, у тебя прям счастье про реальное дело, которое принесет тебе как деньги, так и удовольствие, так и свободу. Ну, какую-никакую, да, свободу от денег. Ой, свободу, свободу от денег. То есть свободу в плане финансов. Ты сейчас начнешь проект, который ты давно откладывала. Свой бизнес, какой-то твой творческий такой замысел, вот как сказать, работа мечты. Но суть в том, что это будет вот именно твое. Вот я не знаю, как объяснить. Не вот это надо там или должна, или там от работы не убежишь, волк не Тимошка видеть немножко. Я все пословицы сразу рассказал, которые знал. А вот именно то, что ты сама выбрала душой. И это не просто работа, это то, что тебе кайф будет приносить, и денежки, конечно же. Умеренно здесь про то, что вот все будет идти плавно, без резких скачков, без резких падений. А вот двойка жезлов — это про то, что у тебя будут варианты для развития, причем реальные. Ты сможешь выбирать, с кем работать, на каких условиях. И никто не будет на тебя давить, типа там «делай так, потому что так надо», да? И вот это счастье, оно в виде контроля над собственной жизнью, понимаешь? Ты больше не будешь зависеть от капризов начальства, от настроения мужиков.
То есть это все про то, что ты наконец-то вот начнешь жить по своим правилам, а не по каким-то там чужим, навязанным и так далее. Как ты можешь это все упустить? Ну, знаешь, вот это важно. Просрать ты можешь, если начнешь слушать чужое мнение вместо своей головы. Потому что ты уже почти у цели. Уже, если образно говорить, да, видно уже свет в конце тоннеля. Но тут появится кто-то, это или родители, или подруги, или мужик твой. И начнут тебе втирать, что ну это все несерьезно, это все рискованно, надо быть осторожней, а у тебя не получится, и вот это нытье. И вот тут ты уже сама начинаешь сомневаться. Тройка пентаклей — это про командную работу, но в негативном ключе она говорит о том, что ты можешь втянуть в свое дело людей, которые тянуть тебя будут на дно, назад. Не тех, кто поддерживает, а тех, кто будет ныть, критиковать или еще хуже, ты сама начнешь загоняться, что ты там недостаточно готова, не хватает знаний, надо еще подождать, а давай подождем весны, да? А иерофант — это вот как раз про традицию, устой, да, и тут он тебе прямо говорит, если ты будешь делать все по старинке, по правилам, которые тебе навязывают вот эти другие, да, то ничего не выйдет у тебя. Ты упустишь свое счастье, если ты будешь бояться сделать шаг, потому что так не принято, да, или там все так делают. Все так делают, но не все же миллиардеры из-за того, что все так делают, понимаешь? Или если ты начнешь слушать тех, кто сам ни хера не добился, но любит давать советы, да? Страна советов. И вот главная опасность — это ты сама. Когда ты начнешь искать оправдания вместо того, чтобы действовать. Потому что не просто так вот эти вот люди со своими устоями вылезли, понимаешь? Потому что, как сказать, они навяжут тебе свое мнение, и что самое худшее, это вот когда ты из-за того, что многие тебе говорят, что у тебя не получится, ты начинаешь в это верить. Вот она ловушка. Не жди момента идеального, не слушай чужие страхи и не пытайся всем угодить. Единственный человек, кому ты должна угодить, это ты сама. А если начнешь сомневаться, на других оглядываться, все пойдет, как говорится, коту под этот хвост. Понимаешь? Действуй сейчас, пока колесо фортуны на твоей стороне. И не слушай никогда никого, особенно чужие страхи. Нахрен бы они тебе не упали. Когда тебе дают совет, вот тебе говорят, вот делай вот так вот, а ты знаешь, как отвечай? Вот как я всегда говорю, а ты мне покажи свой счет, где на твоем счету $1 миллиард. А вот тогда потом я тебя послушаю. Поэтому слушай только себя. И не делай так, как все делают, потому что вот эти все, они не миллиардеры. Понимаешь? Надеюсь, ты меня услышала. Подписывайся на канал, приходи в проживание арканов обязательно. И помни, что я с тобой рядом.